Вчера соседка поделилась со мной рецептом, как приготовить мороженое из обычного молока. Я просто обожаю такие быстрые и простые рецепты, особенно если они всего из 2-3 ингредиентов. Конечно, мое любопытство взяло верх, и я сразу приготовила. Мороженое готовится проще простого и получается очень вкусное. Привет, мои любимые зрители! С вами Олеся на канале Готовим дома. Не забудьте сохранить рецепт, поделитесь с друзьями в соцсетях и будем готовить мороженое из молока. Беру 6 яиц и разделяю яйца на белки и желтки. Белки кладу в чистую миску, а желтки отделяю в маленькую кастрюльку. Белки отставляю в сторону. А к желткам добавляю столовую ложку сахара. Хорошо перемешиваю. И постепенно вливаю холодное молоко. У меня здесь 900 мл молока. Хорошо перемешиваю желтки с сахаром и молоком. Ставлю кастрюлю на маленький огонь и варю, постоянно помешивая. Крем должен немного загустеть. Готовность крема я определяю вот таким вот способом. Если крем обволакивает лопатку, значит он уже немного загустел и можно снимать его с огня. Крем доводить до кипения не нужно. Переливаю крем в миску, чтобы он быстрее остыл. И добавляю ложечку ванильного экстракта или ванильного сахара, чтобы получилось мороженое с ванильным вкусом. Вернемся к нашим белкам. К белкам добавляю 250 грамм сахара. Перемешиваю венчиком. Ставлю миску с белками на водяную баню, желательно, чтобы вода не касалась дна миски. И нагреваю белки на водяной бане, постоянно взбивая, около 5 минут. Теперь снимаю миску с огня. Беру миксер и взбиваю белки на высокой скорости миксера. Вот такие пышные и воздушные должны получиться взбитые белки. Смотрите, переворачиваю миску, белки остаются в ней, даже не шелохнутся. Тем временем молочный крем уже остыл. Добавляю в крем часть белков. Приготовь, поделись, подпишись. Перемешиваю венчиком. Добавляю оставшиеся белки. И снова хорошо перемешиваю. Крем должен стать однородным. Мороженое уже практически готово. Беру любую форму, подойдет и стеклянная, и пластиковая, и керамическая, и даже железная. Выливаю крем в форму и убираю в морозилку на 4-5 часов. Мороженого получается довольно много, я разлила его по 2 формочкам. Я оставила мороженое в морозилке на ночь. Ну все, наконец можно пробовать. Готовьте самую большую ложку. При помощи ложки можно сделать вот такие красивые шарики мороженого. Чтобы шарики получились красивыми, я каждый раз окунаю ложку в горячую воду. Если дома у вас вдруг есть мороженица, в ней мороженое получится просто идеальным, иначе при замерзании образуются кристаллики льда. Но эта проблема решается легко. Просто достаете мороженое из морозилки и даете постоять ему на кухонном столе минут 10-15, в зависимости от того, насколько жарко в вашем помещении. И когда мороженое уже отойдет от морозилки, никаких кристалликов в нем вы больше не обнаружите.
Можно кушать его прямо так, а можно украсить его любыми ягодами, посыпать тертым шоколадом, полить любым сиропом, вареньем, сгущенкой, медом, растопленным шоколадом. В общем, добавляйте все, что вы любите. В любом случае мороженое получается просто невероятно вкусным. Обязательно приготовьте и поделитесь рецептом с друзьями и подругами. А также подпишитесь на канал, если вы еще не подписались, и нажмите на колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться». Тогда вы точно не пропустите мои новые вкусные видео. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Всем прекрасного настроения, вкусного мороженого и скоро увидимся! Ставьте лайки, пишите комментарии, я всегда рада каждому из вас.